Всем привет, на связи Андрей. В данном видео хотел бы поделиться 7 советами, которые могут быть для вас полезны и помогут вам гоняться быстрее. Ни для кого не секрет, что все требует практики и тренировок, но сегодня мы поговорим больше о теории. В конце видео будет достаточно необычная для меня техника, которую я услышал от Михаила Горбачева. Это тот, который российский автогонщик и тренер, а не секретарь ЦК КПСС. Для меня это было что-то новое, и, возможно, для некоторых из вас тоже, поэтому я этим с вами поделюсь. Не все из моих советов, или по-другому сказать, наблюдений, применимы в каждом повороте. Скорее тогда, когда это будет действительно полезно и уместно. Итак, начнем. Первый совет говорит о том, что раннее торможение важнее позднего. Что я имею в виду? Если у нас впереди достаточно длинная прямая, торможение на 2-3 метра раньше даст лучшее попадание на апекс и более высокую скорость на выходе, по причине того, что вы лучше попадаете на траекторию выхода из поворота и раньше сможете открыть газ и, следовательно, на выходе из поворота и на всей вашей прямой скорость будет выше. Вы поймете, что это правило справедливо, если просто посчитаете, сколько времени ваша машина находится в процессе торможения и сколько в процессе ускорения. Основная задача – как можно раньше начать ускоряться. Новички, в том числе и я на самом деле, в начале обучения думал, что нужно всегда тормозить как можно позже и не всегда попадал на апекс. Из-за этого разгонялся позже и терял много времени. Понятное дело, что если вы начнете тормозить за 10-20 метров раньше, то выигрыша не будет. Плавно переходим ко второму совету, а именно к технике трейлбрейкинг. Наверняка вы уже слышали и, возможно, уже используете и делаете это лучше, чем я. Отлично, ребята, вы молодцы. Но есть еще у нас аудитория, которая про это либо не слышала, либо не совсем понимает, для чего это и как этим пользоваться. В двух словах, трейлбрейкинг – это техника плавного торможения. То есть, когда вы на прямой траектории, ваш руль не повернут, вы максимально сильно и эффективно гасите скорость. Но с поворотом руля вы начинаете отпускать педаль тормоза, но не по принципу вкл-выкл, а постепенно плавно. Чем сильнее вы поворачиваете руль, тем меньше надо давить на педаль тормоза. Трейлбрейкинг помогает оставлять вес авто на передней части во время поворота, что дает лучшую цепкость передних шин. Что еще нам дает эта техника? Во-первых, это более плавный перенос веса, что дает сохранение максимального сцепления. Во-вторых, это сокращение времени простого прокатывания, то есть когда мы не используем педали вообще. В-третьих, благодаря этой технике мы можем начинать тормозить чуть позже, опять-таки пару метров. Это никак не противоречит прошлому совету, это скорее его дополняет. Научившись правильно использовать трейлбрейкинг, вы сможете нивелировать более раннее торможение, но при этом получить тот же эффект на выходе из поворота, то есть более высокую скорость, поскольку вы хорошо попадаете на выходную траекторию, скажем так, и ускоряетесь раньше. Третий совет, или лучше сказать рекомендация, это использование всей ширины трассы. Под всей шириной трассы я подразумеваю следующую ситуацию. Когда вы перед поворотом находитесь левыми или правыми колесами, в зависимости от направления поворота, на асфальте, а два противоположных колеса на поребрике или за его пределами. И все зависит опять-таки от ширины поребрика. Если он широкий, то скорее всего ваши два колеса будут на поребрике, иначе у вас будет срезка или недействительный круг. И после прохождения поворота по дуге вы оказываетесь левыми или правыми колесами на асфальте и противоположными на поребриками. То есть вы распрямляете дугу, по которой движется ваш автомобиль, делая траекторию более прямой. Это дает возможность проходить поворот на большей скорости. Это порой десятые доли, но если на круге 15 поворотов, можно отыграть достаточно прилично времени.
И как вы можете видеть, буквально даже там 20 сантиметров, если вы заедете на поребрик, диаметр или радиус, как вам проще будет, вашей дуги будет уже более пологий, и что позволит, собственно, вам быстрее проходить поворот. 4-й совет о выборе траектории торможения, если, конечно, нам доступен этот вариант. Представьте себе треугольник. Да, к сожалению или к счастью, будет немного математики. Если вы тормозите по прямой, по катету, то доступная длина тормозного пути, к примеру, составит 40 метров. Если же вы сместитесь в сторону поворота, то есть если это правый поворот, вы будете начинать торможение не с левой границы трассы, а сместитесь к правой. И как бы по гипотенузе будете смещаться к левому поребрику, то длина вашего тормозного пути будет уже не 40 метров, а, например, 42-43. Опять-таки, все это к примеру. Так вот, если вы знаете, что для торможения и попадания на апекс вам нужно 40 метров, иначе говоря, у вас есть своя точка торможения по прямой, то если вы начнете тормозить по гипотенузе, вы сможете начать тормозить чуть-чуть позже, то есть максимально долго сохранить скорость и не потерять при входе в следующий поворот. Повторюсь, это будет работать не для всех поворотов и трасс, поскольку ширина трассы разная и порой просто нет комфортной возможности так смещать машину. 5-й совет. Это переключение на более высокую передачу в середине поворота для лучшей стабильности авто на выходе. Я не думаю, что это правило применимо к конкретным трассам и конкретным поворотам. Это скорее такой лайфхак в ситуации, когда вы ощущаете пятой точкой, когда на выходе из поворота или в повороте вы понимаете, что обороты достаточно высоки, или вы понимаете, что шанс срыва задней оси велик. Перейдите на следующую передачу. Потерь времени практически не будет, но, по крайней мере, скажем так, вы уменьшите готовность авто уйти в дрифт. 6-й совет. Но лучше назвать это потенциальной ошибкой. Это перекручивание руля. Когда мы входим в поворот и понимаем, что скорость слишком высокая, мы машинально доворачиваем руль, но это не дает эффекта. Суть в том, что шины уже вышли на предел своего сцепления, и доворачивание руля не поможет нашей колеснице войти в поворот резвее. Это действие, наоборот, окажет негативный эффект на наши шины, поскольку они начнут греться и изнашиваться быстрее. Все вы слышали, что этот пилот умеет хорошо беречь шины. И суть как раз в том, если вы выбираете правильную оптимальную скорость входа в поворот и поворачиваете колеса четко на определенный градус, соответствующий углу поворота самой машины. Здесь я не буду говорить, что шины на пару градусов должны быть повернуты чуть больше, но не об этом речь. То есть не перекручивайте их сильно, то не будет излишнего износа резины. Если же во всех поворотах крутить руль, грубо говоря, настолько, насколько это позволяет вам ваши руки, резины надолго не хватит. И она будет перегреваться, и сцепление будет уменьшаться в геометрической прогрессии. 7-й совет или техника to make the car flat. О ней я узнал от Михаила Горбачева, о котором я говорил чуть ранее. Ссылка будет в описании. Суть этой техники в том, чтобы кратковременно повернуть руль чуть больше, чем нужно, перед стадией ускорения, и вернуть руль обратно. Тем самым наклонить машину в сторону поворота чуть больше, сместить вес еще больше и вернуть руль обратно, вернув вес на все 4 колеса по принципу качелей из-за большей силы отскока пружин. По итогу на стадии ускорения ваш автомобиль будет иметь около равнозначное давление сцепления на все 4 колеса, что позволит уменьшить расстояние, где автомобиль действительно меняет направление, то есть сделать дистанцию более короткой.
Сам я этой техникой не владею, но буду пробовать. Думаю, имеет смысл. Ну вот и все. Это те приемы, советы, техники, которые я узнал, пробую, практикую. Мне действительно будет приятно, если хоть какие-то сегодняшние советы будут для вас полезны, и вам это поможет управлять вашим болидом комфортнее и стабильнее, проходить круг за кругом. Ну и, конечно же, обгонять других. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, если считаете нужным. Берегите себя. До новых встреч и всех вам благ, ребят.